Вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией вновь подняли власти Украины. На этот раз сведомое безумие озвучил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. Видимо, с инфраструктурой на Украине все в порядке. Мосты не падают, дороги ровные, как немецкие автобаны и так далее. Правда же? Потому что иначе зачем властям ЦА Европы поднимать вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией? Зачем заявлять? Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. Как печально обстоят дела с украинской инфраструктурой, вы в курсе. Мы с вами регулярно тут это обсуждаем. А что касается того, почему Омелян и ему подобные озвучивают тему прекращения движения поездов в Россию, тут, по-моему, уместна единственная версия. Все украинское руководство безумно. Помните монолог персонажа известной компьютерной игры? Я уже говорил тебе, что такое безумие. Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения. Это есть безумие. Нет, я понимаю, что американские кураторы поставили сведомому украинскому руководству задачу оторвать бывшую УССР от России. И это руководство выполняет поставленную задачу, как умеет. Неприятным же сюрпризом для кураторов оказалось то, что умеют сведомые лишь повторять одни и те же действия в надежде, что результат изменится. Вот как это примерно выглядит. Нужно сделать так, чтобы украинцы перестали ехать в Россию. А давайте объявим, что она на нас напала и что она страна-агрессор. Все равно едут. 3 миллиона уже, надо что-то еще. Давайте введем санкции против российских компаний. Едут. Давайте Крыму перекроем воду, свет и вообще все, что только можно. Все равно едут. Давайте цены на билеты взвинтим, чтобы им не по карману было. Пофиг им, едут. Давайте тогда железнодорожное сообщение вообще прекратим, а? Ну и так далее. Возникает вопрос. Каким будет следующий шаг в этом замкнутом круге безумия? Не выпускать забитые под завязку автобусы частных перевозчиков, которыми украинцы едут на заработки в Россию. Стену на границе построить, хотя стоп, это уже было. Что еще? Превратить Украину в гигантский концлагерь, обозначив, наконец, истинную цель победы Майдана. На это у себя даже прибалтийские нацисты не решились, от которых население убегает в другие страны ЕС. Впрочем, учитывая, что речь идет о безумии, вполне возможно, что в Киеве решатся. Но тогда возникает другой тонкий момент, ведь украинцы прекрасно приспособлены жить в условиях прессинга. Будут давать взятки надзирателям страны концлагеря, то есть, извините, пограничникам. А те, конечно, возьмут, потому что семьи кормить как-то надо. Я даже могу предсказать, чем обернется для украинских властей нагромождение в угаре безумия карательных мер. Те, кто смог выбраться за пределы европейской державы, понимая, что второй раз может и не получиться, назад не поедут ни под каким соусом. Они хоть тушкой, хоть чучелком будут стремиться не только закрепиться в России навсегда, но и семьи перетянуть, чтобы не слать деньги туда, за колючую проволоку. Собственно, этот процесс уже идет. Открываем один из июльских номеров парламентской газеты и читаем. Украинцам предложат остаться в России бессрочно. Гражданам Украины могут позволить продлевать время пребывания в России без выезда из страны. Также предлагается упростить для них порядок натурализации, отменить необходимость получать разрешение на временное проживание, а срок проживания по виду на жительство сократить с 5 до 3 лет. Кроме того, украинцам могут позволить не сдавать экзамены на знание русского языка, а также не подтверждать источники доходов. Соответствующие предложения изложены в законопроекте, разработанном группой сенаторов и депутатов по инициативе первого зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина. Пока речь идет о тех, кто уже нарушил миграционное законодательство России. Но лиха беда начала. Если Омелян и ему подобные огородят Украину колючей проволокой, то каждому вырвавшемуся оттуда наверняка сразу дадут статус беженца. И все. Внимание, вопрос. Как тогда сведомые будут выполнять задания американского правительства? То есть, действуя в своем безумном стиле, они сами себе усложняют задачу. Ну и пусть. Это очень хорошо. Каждый, кто взялся превращать Украину в антироссию, должен от этого пострадать. Например, от рук недовольных результатами вашингтонских кураторов.
Это будет очень смешно и в высшей степени справедливо.